Как попасть на ту сторону, если тут забор и яма? Алло. Алло. Да. Алло, да, здравствуйте, а вы где? Это самое. Вы знаете, я что-то не могу проехать к вам. Мне так навигатор странно показывает. Тут с дороги не свернуть на вашу половину улицы. Тут забор, я не знаю, может его недавно воткнули. А вы где сами стоите? Скажите. Я же на вокзале стою, вот напротив Стеллы, заборов нет. На вокзале? На каком вокзале? Московский вокзал. На Московском вокзале, очень замечательно. Так а у вас точка стоит? Да. Параллельно Военной улице. Не, я на Московский вокзал заказывал. Ну а как это вы заказывали на Московский вокзал, а сами находитесь от точки подачи в 1,5 километрах? Как так возможно? Да. Может, когда вызывал, я в поезде вызывал, может, когда вызывал, точка другая пройдет. Очень замечательно, молодой человек. Ну вы что, в первый раз такси вызываете? Как можно вызывать, когда поезд еще не остановился? Ну, либо локацию надо было ставить. Да я что-то извиняюсь, не подумал, что у меня голова совсем загружена. Ну, а есть возможность подъехать вот куда договаривались, на Московский вокзал? Ну, так а вы где конкретно стоите? Чтобы я уж понимал. Я вот прям, получается, как вышел из вокзала и стою, вот Стелла напротив. В круге? В круге на площади? Вот где круг, да. Ну просто, молодой человек, ну вы понимаете, да, что, к вам ехать мне сейчас минут 10, там 11, может быть, 12. Ну это такие круги, они не по фэншую, что называется. Ну и что мне делать? Я не знаю, что делать. Муравью приделать. Ну я не знаю, может вам другое такси вызвать? Ой, нет, только не это. Я не так часто в вашем городе бываю, что другое такси вызывать. Подъедьте, я благодарю. Деньги есть. Я действительно вчера и звук удалил, и так в поезде не спал в этом состоянии, у меня голова кругом. Ладно, тогда ждите, 10 минут мне надо будет. Хорошо. Давайте, да, спасибо. Давайте. Отблагодарю. Все это напоминает... Блин, теперь надо точку-то поставить. Все это напоминает... Старый анекдот. Я тебя не обижу. А в конце, ну чё, я ж тебя не обидел. Типа того. Я же не обидел, правильно? Так что все нормально. Давай пока. Вот и посмотрим, насколько сколько он сказал, Сапсана, Москва, значит. Москвичи, как говорится. Москва, она для элиты, и нужно это тоже записать. Я бы сделала так, чтобы Москва это был отдельный город, как Монако, да, как отдельное государство. Княжество. То есть, княжество. Насколько они умеют быть благодарными. Угу. Сколько по меркам Москвы стоит благодарность? С учетом инфляции, я вам могу сказать. Сейчас эта благодарность уже не та, что была полгода назад. Это уже совсем другая благодарность. Угу. Я еще выезжать отсюда, чувствую, буду. Видимо, тут многих таксистов вызвали во время движения поезда. А еще говорят, таксисты такие-сякие. Вот вам наглядный... причем это второй раз в моей жизни. Я думаю, что-то ситуация знакомая. Второй раз в моей жизни, как я только начал работать еще по Uber. Точно! Была ж такая тема. У меня даже ролик был по этому поводу. Чувак в движущийся поезд вызвал такси. Тот вообще вызвал... Этот хотя бы в 1,5 километрах, а тот вызвал километрах в 5, наверное. Кто местный питерский, должны понимать, что у меня была подача на Митрофаневское шоссе. А он стоял на Московском вокзале. Только этот попросил его встретить, а тот сказал, да, и повесил трубку. Я нихуя себе. А я тогда, ехал-то, зима была, грязь, говно. Здравствуйте, садитесь, здесь нельзя останавливаться. Здравствуйте, да. Извините, очень извиняюсь. Новолитовск. Сейчас адрес Новолитовск, Аквилон, да? Аквилон, Новолитовск. Да.
А как так, ну вот, вы понимаете, да, что, ну, что мне пришлось вообще совершить? Какой круг почета? Честно сказать, не понимаю. Я не понимаю, блядь, я не понимаю. Ну вот, будьте внимательнее, пожалуйста, потому что это все не часто, конечно, случается, но случается, и получается, что таксисты делают лишние круги. Да, А что-то вы прекрасно. с поезда, у вас вы вещи не оставили там нигде, нет? Нет, не оставил. Еще раз не слышал. Не оставил, говорю, в командировку приехал на один день туда-обратно. Сейчас до офиса доеду. А то странно, обычно с вокзала все с вещами, а вы Не-не, без вещей. у меня получается одним днем командировка до офиса и назад, там надо пару собеседований провести. Сядьте. Передо мной некий мистер Сэм Уитуики, только что из колледжа. Предыдущий опыт работы почти нулевой. Ну, кто хотел спросить, а что это за командировка такая? Вывод специалистов. Вы специалист? А что за специалисты, если не секрет? Менеджеры по продажам. Что продают? Продают. Я почему это извиняюсь, потому что я понимаю, какой формат работы у вас. Мы, по сути, работаем также с такси, с личным использованием автомобилями. А что продаете-то, таксистов? Но это получается, мы не таксистов продаем, мы под личное использование продаем лизинг для физических лиц, простыми словами. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Автомобилей? Автомобили, да. Я вот для про это и говорю, что физических лиц. продаете, Я просто говорю, я не Просто понял. я и говорю, извиняюсь, потому Да. что увидел, что такси, и, соответственно, мы с таксистами работаем постоянно, и как бы я прекрасно понимаю, что это за работа, что это за труд. А что, ну-ка, Поэтому я расскажите. благодарим, естественно. Расскажите, ну, да, спасибо, посмотрим, как говорится. Что я за... серьезно. Да не, ну хорошо, я же ничего. Просто много, так скажем, выдают векселей, как говорится. Ну, я не клянчу. Много говорят, мало делают, Да, я забудем понял. про это. Я понял. Вы лучше расскажите про лизинг, потому что мне эта тема на самом деле близка. Потом скажу, почему. Вы скажите, что вы делаете конкретно? Вы какой-то в банке в каком-то работаете? Нет, это получается компания ГТК Лизинг. Может быть, слышали, мы с 2011 года на рынке. И Да. продаем автомобили для физических лиц. То есть, по сути, работаем с теми, кому либо банки не одобряют кредиты, либо они являются нерезидентами страны. Помогаем им приобрести автомобиль. То есть если приезжий кто-то, да, то... В том числе, да. Ну, у нас как бы большая аудитория. Это, например, из Киргизии много ребят покупают автомобили, с Северного Кавказа много ребят берут. Ну и, соответственно, там по Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге вот офис открыли. Как правило, обращаются те, кому банки не одобряют. Мы имеем возможность им такую услугу предоставить. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Что это? Берут через нас. Что это за кошерные условия такие? Кошерные условия в смысле? Ну, почему у вас такие... Почему им не в одном месте не одобряют, а у вас одобряют? У вас какие-то блатные истории есть, подходы? Ну, лизинг для физлиц — это, по сути, аренда с последующим выкупом. Да, я понимаю. То есть, да, машина оформляется на компанию и по договору выдается клиенту. Это, по сути, то же самое, что вот просто человек арендует, просто в конце ее выкупает. А у них вот вопрос. То есть, у меня сейчас, все секунду. Обязательства перед банком просто компания несет. Я вот поэтому хотел спросить, что Ну да, я если, отвечаю на вопрос. людям не выдают, да, потому что они не резиденты, не случится ли так, что и вы там помогли им машину сделать, а у них ее потом забрали, например? Или там ограниченное использование этого автомобиля, нельзя там куда-нибудь уезжать или еще что-то? Не, ну в этом плане-то как бы забрали, кто забрали? Ты понял, что машину у тебя забрали до выяснения? Компания или? Ну да, типа вот кто там, где увидели, что... Я поэтому и говорю, что вы, получается, как посредник выступаете. Ну, можно сказать и так. Мы привлекаем деньги из разных источников, из разных каналов, из банков. Ну, то есть, это нормальная схема, спокойная, честная, ровная, да, без там проблем. несколько разных форматов приобретения, поэтому как бы у нас в каком формате это все идет? Что мы с 2011 года на рынке работаем, все прозрачно и по договору, каждый пункт договора там можно прочитать, осмотреть, менеджеры могут рассказать. Поэтому в этом плане все чисто и прозрачно. Мы бы столько времени просто не существовали бы на рынке, если бы это какая-то левая схема была. Тем более рынок такси, он так тесно связан, одного кинули, там уже на другом конце другие ребята знают. Там, кинули кого-то в Москве, в Санкт-Петербурге, скорее всего. А вот, уже всем в кстати, курсе. вот вопрос-то, я сейчас объясню, почему я тоже интересуюсь. А вы в Москве только эти услуги предоставляете? Вот и в офис еду специально как раз на
Москва, Санкт-Петербург, в других странах есть офисы, но сейчас основные это Москва и В Санкт-Петербург. других городах, наверное, не страны. В другие страны. А, и в других странах есть да, даже? Да, есть и в Алматы, и в Арабских Эмиратах. Ой, ничего себе. Да у вас прям... Ну, основной фокус это Москва, Санкт-Петербург. Ну, то есть, я понял. Ну, вообще круто. Смотрите, просто я столкнулся недавно с такой историей. Как вас зовут? Антон. Антон, меня Евгений, очень приятно. Смотрите, Да, Антон, я почему интересуюсь? Потому что у меня есть такое параллельное дело, параллельное коммерческое предприятие. Я подключашка, я не знаю, знаете вы, не знаете, что это такое. Я подключаю к Яндекс.Такси. Конечно. И в определенный момент все-таки я рассматриваю покупку физических автомобилей и формирование уже живого, так скажем, физического таксопарка. Но я поездил, посмотрел, прицеливался на китайцев, ну, потому что это сейчас самая актуальная, да, сейчас история. Мне не очень зашли условия по лизингу. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Несмотря на то, что у меня очень хорошая кредитная история, вот, и хорошие обороты, но мне предлагают очень нехорошие условия в данном отрезке времени. И я как раз думал где-то вот более расширить, так скажем, диапазон поиска. И вы бы, конечно, было бы неплохо, если бы оставили контакт бы свой, да, и я бы вам на это самое обратился бы, посчитать бы. Вот у нас есть запрос на определенные автомобили по количеству, вот, и по моделям, а вы бы могли бы мне помочь. Вы могли бы или мне нужно кому-то... А как ты так встал-то здесь? Прикольно. Видимо, не все знают правила дорожного движения. Куда? Придурок. С твоими мозгами каток водить надо. Интересно. Да, ну, типа в Питере. Евгений, смотрите, удобно на ты? Ну, давайте, да. Да, смотри, получается, если брать машины, все, которые официально завозятся, мы можем достаточно хорошие условия сделать, даже лучше. Почему? Потому что у нас напрямую непосредственно с дилерами, да, есть договоренность на то, что мы выкупаем определенное количество машин, за счет чего они предоставляют нам скидку от РРЦ. А мне будет какой-то... Мы как раз таки за счет этого и делаем условия, ну, либо как в банке, либо даже бывает лучше, чем в банке. Потому что люди вот приходят, у нас в основном машины в наличии стоят сейчас очень много, и Черри разных, и Черри Tiggo 7 Pro, и Черри Tiggo 7 Pro Max, и Ariza, Coolray стоят и так далее. Они приходят в салон, например, там тот же Coolray видят за 2,5, и приходят к нам, видят Coolray меньше 2 миллионов рублей. Да. Ну и, соответственно, когда считаем все условия, они, ну, как бы люди понимают в целом, что это условия хорошие. Шкурный вопрос, Антон. Да. Если у меня будет, соответственно, несколько автомобилей, смогу ли я вытошнить какую-то скидку себе? Возможно, будет. Ну, тут это надо индивидуально согласовывать. Не, я понимаю прекрасно, я просто, ну вот, раз уж... Тут момент, чем больше автомобилей, я слышу, ко мне сел человек, с которым можно, так скажем, которым можно воспользоваться в профессиональном плане, почему бы этим не воспользоваться? Ну, так, а что у вас там, как, ну, вот телефон дадите или телефон, или какую-то ссылку на что-то? Что? На YouTube канал подписаться, если удобно. YouTube канал веду свой. Ты ведешь свой YouTube канал? Да. Нихуя заявляй. Как раз там все про лизинг рассказываю, про условия, про подводные камни. Как называется? Антон ГТК лизинг, так и называется. У нас есть еще канал по премиальным автомобилям, это ГТК лизинг. Просто прямой канал. У нас получается их два, как бы мы занимаемся личным использованием и для работы в такси. Вот у меня по сути для такси канал и канал для личного использования ГТК. Это прям самый премиальный. Тебе прям подсказала судьба, куда сесть. Лизинг. Вот. Найти. Сейчас объясню. Антон ГТК лизинг. Вот этот, да? Да, это я. Привет, давно не снимал нашу стоянку, и какие машины мы приобретаем. Так, ладно. И второй как? Антон ГТК лизинг, а второй как? Просто ГТК лизинг. Просто ГТК лизинг. Понятно. Ну, на самом деле, да. И я так понимаю, что сейчас, ну, тоже задам вопрос, тем более, что у вас есть аналитика такая своя. Китайцы, да, в основном все-таки сейчас берут китайцев? Тут берут разные машины, но превалирует там 80%, естественно, это китайцы. Не, понятно, что у кого-то есть там запросы, может быть, и на Lamborghini Urus там, да? Вот давайте, смотри, простой пример приведу.
Вот Солярис мы взяли буквально двухгодовалый, не так давно, для клиента. Так. На 3 года. А БУшки тоже, что ли, про? БУшки в том числе. А, серьезно? Просто здесь нужно понимать стоимость, там проценты удорожания выше гораздо будут. Короче, все индивидуально, да, я понял. Тут именно по бэушным автомобилям они дороже. Почему мы занимаемся китайцами? Потому что они едут официально. Да. Но и такие тоже можем взять. Как говорится, хозяин-барин. Если человек за Солярис там готов 1080 в месяц платить, но уже за свой, как бы можем сделать и Солярис. Но у нас Комфорт Плюс выходит там по 2000, по 2500 рублей в день. Как бы, ну, цены совсем другие. Естественно, многие приходят, там изначально хотят Солярис, смотрят, выбирают, анализируют просто по ценам, понимают, что они возьмут там за эти цены. И за эти, естественно, большинство там приобретает китайцев. Тем более они в наличии стоят. У нас люди любят приехать, посмотреть, все, потрогать и уехать на это. Да. Так что 90 будет, я думаю, процентов китайцев к концу года уже, а в следующем году мы точно выйдем на 100% китайцев. И это не потому, что мы так хотим. Да, ну, я же понимаю прекрасно. Я больше того, я могу сказать, что это касается же не только автомобилей. И это же касается многих историй, многих аспектов, где скоро 100% доля будет китайцев. Да. Нас, ну, поджимают же, да, со всех сторон. Мобильники, я не знаю, там какие-то там техника уже вся на 100% китайская. Какие-нибудь, не знаю, там продукты, сырье, еще что-то. Ну, до хрена чего будет китайского. Это грустно или весело? Это печально. И будет приближать. Я это все прекрасно понимаю. Кто, да, кто с нами дружит, тот нас и спонсирует, что называется. Других вариков нет. Все-таки меня такой момент, ну, волнует, только, ну, пойми меня правильно, да, сейчас же много всяких шаромыжников, да, везде, все пользуются тем, что... Всю жизнь много. Да, ну, а сейчас-то, ну, тем более, потому что, ну, ситуация на всех рынках, не только автомобильных, да, вообще в стране ситуация не айс, и вылезает куча всяких, ну, будем называть их... Скажем так, пока их много, мы будем работать и будем всегда в топе, так скажу. Ну, вы прям вот... Ну, я еще раз задам вопрос. Вы прям, ну, честная, нормальная, официальная, белая. Ну, мы бы, смотри, мы бы не проработали просто столько. Здесь же, я реально говорю, очень сильно сарафанное радио. И у нас вначале-то не было там ни рекламы никакой, вообще ничего. И, по сути, люди приводили людей. То есть у нас один человек покупал и за собой 5 приводил. Ну, и сейчас, по сути, точно так же это все работает. Еще такой момент. Нет у вас такого, что... Ну, все-таки тема такая достаточно серьезная, да? Все-таки это лизинг, кредитование. То, что вы помогаете, да, и дальше, ну, человек сам плавает как, ну, типа, сам по себе, короче, мы свою задачу выполнили, а вы там сами как хотите, так и это самое, развлекаетесь. Слушай, ну, тут как бы в какой формат? Тут есть сопровождение у нас от начала до конца, оно в чем заключается? Если вдруг ДТП там случилось у человека, вот. либо Хороший еще пример. что-то, да. У нас есть непосредственно службы, которые помогают непосредственно этот вопрос решить. То есть человек там приезжает к нам, получает все необходимые доверенности. Вот, кстати, здесь важный момент, я бы тебе хотел отметить, что человек ту выплату, которую страховая делает, не компания ее себе забирает, а человек ее себе забирает для того, чтобы восстановить машину, что тоже немаловажно. Потому что во многих таких организациях, компаниях, либо таксопарки, если это выдают в аренду своим выкупом, либо в раскат, как это еще правильно там называется, как правило, компания себе все забирает, а ты уже дальше там сам что хочешь, то и делай. Вот чтобы коммуникация была хорошая, у нас по сути сейчас есть клиентская служба, клиентский сервис так называемый, который эти вопросы и решает. Мы буквально недавно внедрили, и вот все вопросы, они по сути отлетают в моменте. Там попал человек в ДТП хоть в 4 часа утра, позвонил, все вопросы его решили, сказали, куда обратиться, что сделать там и так далее. Ничего себе. Ну, это, кстати, ну вот это хорошо. Это, скажем так, вас характеризует как контору не однодневку. Вот это меня, я вот за это всегда переживаю, ну, понимаешь, да? То
есть люди как бы оп, как это самое у китайцев бывает. Я слышал даже, да, что к нам-то стекаются китайцы, те, которые закрепились на рынке, а до хрена в Китае контор, которые вот сегодня открыли, сделали машину, и она не продалась. Ну, там продали, там, условно, там, 1000 штук. Бизнес забуксовал, они его закрыли. Ни запчастей. И ничего нет. Ничего вообще. Ни конторы нету, ни хрена. Просто растворяется и все. Типа, это популярная тематика, поэтому нужно покупать те китайские автомобили, которые уже на рынке там несколько лет присутствуют. Ну, это Chery и Geely сейчас самые популярные марки. Да. Да. А так, по поводу, знаешь, это, как ты правильно там сказал, гарантия, не гарантия, там, чтобы все нормально было. Я в компании уже больше 4 лет сам работаю. И на моих глазах уже там очень-очень много людей, кто купили машину, выкупили машину. Вот, ну, я тебе YouTube свой дал, зайди, посмотри, там очень много отзывов, которые люди выкупили, реально выкупили автомобили и рекомендуют. Очень много отзывов, где люди там купили только автомобили, только начали с нами там совместный выкуп данного автомобиля. Очень много полезной информации, как быть, если там случилось это, что делать, если случилось это и так далее. Я обязательно посмотрю, мне это реально сейчас, вот я буквально, ну не на днях, ладно, недели полторы назад, я прям ездил по всем китайским салонам, так называемым, и узнавал как раз про лизинг и смотрел тачки. Смотри, ты был здесь когда-нибудь? Я здесь первый раз. Вот 15-й дом вот здесь вот, просто я разберусь. Не знаю, как я пройду здесь, не пройду. Вот он. Вот Аквилон. Видишь, написано, да, Аквилон. Да. Вот, соответственно, 15-й дом. Он стоит, вот смотри, вот такой вот Т-образной штукой. Вот это, наверное, я не знаю. Вот, это Аквилон. Торговый центр, а это бизнес-центр. Видишь, вот написано Аквилон. Все, вижу, спасибо. Ну, у тебя визнал там, по-моему, да? Так. Чего? У тебя безнал же. Отблагодарить. Нал. Так. Сколько? Блин, я не знаю. 1002 дайте. Я не знаю, как у вас это как устроено. У нас, ну, ты смотри по Москве. Ну это прям... Держи. Вот это прям по-московски. Слушай, давай тогда так сделаем. Смотри. Раз уж ты был, как сказать-то, честен и действительно отблагодарил меня, я тебе открою секрет реальный. У меня тоже есть канал на YouTube, и он здесь достаточно солидный по просмотрам. Давай я тогда... Мне просто часто тоже задают вопросы, где взять... Ну, есть ли контакты, конторы, которые можно посоветовать, где можно взять тачку, там, лизинг, вот эта вся тематика. Я прикреплю ссылку. Прям крутой канал. Ну, прям крутой канал. Я тебе... Это круто. Я тебе напишу в твоем канале, сейчас не буду тебе занимать голову, я тебе напишу в твоем канале в комментарии, хорошо? Вот, напишу в твоем канале в комментарии. Я приделаю ссылку на оба твоих канала. Ну, это правда, спасибо за чай, прям это очень круто. Я прикреплю ссылки, и пускай у тебя будет чуть получше в бизнесе. Нормально будет? Это я тебе алаверды за твои 2 рубля. Признателен буду. Все, Евгений. Антон, спасибо тебе еще раз. Редко такое бывает, но, как говорится, спасибо. Спасибо большое, давай, счастливо. Пока. Не, ну а что, помогать не надо, что ли? 2 косаря, да? По-моему, очень даже ничего. Вот! Они эти все, я отблагодарю, а потом у меня только 37 рублей, как бы 86 копеек. Я встал как-то здесь не очень. Встану сейчас сюда. Вот. И в итоге ни хера не это, а тут хера это. Ну и пускай у пацанов будет. Я на самом деле рассматривал лизинги, мы ездили, ходили, смотрели, и в итоге условия были говно. Хочу посмотреть, что здесь за условия, потому что мне сейчас это прям очень актуально. Потому что что? Потому что все меняется, все течет, а уходить из бизнеса таксишного не хочется, а бизнесменам хочется остаться. Поэтому нужны живые тачки. Буду, соответственно, к этому стремиться, как говорится. Так, чё? Работа есть работа. Ну вот, блин, сразу все нивелировалось. И человека нужного себе в компанию нашел, блин. И еще бабок поднял. Вообще огнище, блин. Супер. Супер! Есть. Хорошо. Вот так бывает. А вы говорите, только говно возишь, бомжей, синяков, проституток. Нет, иногда бывают и очень полезные связи. Поэтому всем рекомендую в тачке общаться. Но ненавязчиво, конечно.
Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи!